Всем привет! Герой сегодняшнего обзора — геймпад от компании 8BitDo, который имеет уже достаточно большую фан-базу по всему миру. Оно и понятно, ведь вся продукция имеет узнаваемый стиль, перекликающийся со старыми игровыми устройствами Nintendo, совмещая при этом большинство современных технологий и функций. 8BitDo Pro 2 геймпад не очень новый, но весьма удачный и получивший свое развитие в новом Ultimate. Pro 2, кроме всего прочего, еще и доступный, но и без минусов, конечно же, тоже не обошлось. Обо всем по порядку. Поехали! Одного взгляда на Pro 2 достаточно большинству игроманов, чтобы понять, этот контроллер не что иное, как симбиоз классического DualShock и контроллера легендарной Super Nintendo. Соответственно, и сильные чувства ностальгии такой дизайн вызовет у людей за 30, хотя и без нее смотрится он хорошо. Материалы при этом довольно обычные. Пластик явно приятнее того, что использовался в тех же Flydigi Vader 2 и Vader 2 Pro, но уступает тому же GuliKit King Kong 2 Pro. Сзади контроллер имеет неожиданную особенность – съемный аккумулятор на 1000 мАч, вместо которого можно поставить две батарейки размерности 2А. Комплектное решение обеспечивает работу до 20 часов. Явно подсмотрено у контроллеров Microsoft, с одной лишь разницей, что там аккум покупается отдельно и стоит как половина Pro 2. Триггеры L2 и R2 разборные, и я думал, что и производитель предлагает родные аксессуары с удлиненными площадками под палец. Но нет, аксессуар такой есть, но того же размера, то есть может рассматриваться как запчасть, но не более. Кстати, триггеры по ощущениям клоны тех, что были на DualShock 4-го поколения, поставляемых с PS4. Еще в аксессуарах можно найти держатель для телефона. Жаль, правда, что его не положили в стандартную комплектацию, которая также не имеет и донгла для ПК. Наконец, сзади у геймпада присутствуют дополнительные клавиши P1 и P2. Расположены они весьма удобно и полностью аналогично проводному контроллеру 8BitDo для Xbox. Об их настройке мы поговорим чуть позже. Между ними переключатели режимов подключения для разных платформ. И все это великолепие не очень удобно лежит в руках. Выступы геймпада, ложащиеся аккурат в ладони, смотрят в одну сторону, практически параллельно, отчего руки приходится сильно изгибать в районе кистевого сустава. А к стикам приходится тянуться. Мне лично долго играть в Pro 2 не удавалось. Эргономический просчет, что поделать. Зато сами элементы управления сделаны на высочайшем уровне. Кнопки очень приятно нажимаются и не имеют явных обозначений, что просто замечательно для универсального и кастомизируемого геймпада. Стики, пускай и выполнены без новомодных датчиков холла, радуют точной работой и приятными ощущениями при использовании. Замечу, что дрифта за все время использования так и не появилось. Для настройки геймпада есть приложение для смартфона, которое, используя Bluetooth Nearby, видит в окружении включенный геймпад и предлагает его настройку при нажатии кнопки профилей. И да, тут можно сохранить целых 3 нестандартных конфигурации, что весьма удобно. При наличии еще и дефолтный, когда диоды над кнопкой переключения профилей не горят. Профили эти для разных типов устройств свои, и только для режима подключения к продукции Apple такой возможности не нашлось вовсе. Ну что ж поделать. Приложение также может настроить чувствительность стиков и триггеров, силу вибромоторов, выполнить настройку макросов, переназначить кнопки и многое-многое другое. И скорее всего вам придется воспользоваться этим, так как дефолтная раскладка на контроллере от свитча. Правда, куда-то потерялась возможность отключения мертвой зоны джойстиков, благо она и так по умолчанию невелика. Обновления прошивки также подлетают через приложение. Описывать дальше все возможности я не буду, так как все это я разбирал в видео про проводной геймпад 8BitDo для Xbox. Ссылка на него будет находиться в описании, да и сама настройка максимально интуитивная. Однако замечу, что кривую триггеров здесь изменить нельзя, как у тех же Flydigi. Наконец, самое интересное – качество стиков. Оно на хорошем уровне, но не более. 128 положений от центра до крайней точки. Норма для современных геймпадов, но напомню, что у контроллера от Microsoft промежуточных значений более 300. Зато нет никакой привязки к осям, чем грешил тот же Flydigi Vader 2 Pro. А вот точность при тесте описывания круга средненькая. Видны сильные расхождения по углам, что достаточно типично для многих геймпадов. Парковка в центре около идеальная, при фактически отсутствующих мертвых зонах. Но в целом очевидно, что с калибровкой компания неплохо поработала. Работает же контроллер и с устройствами Apple, используя протокол MFI. Стоит только выбрать позицию переключателя, расположенного сзади, в позицию А, и геймпад распознается Mac'ом, iPad или iPhone как DualShock. Дружит 8 Pro и с Android на позиции D. Правда, без наэкранного маппинга кнопок, соответственно, работает только в играх, поддерживающих управление геймпадом из коробки. Естественно, Windows позиция X, используя протокол X-Input. К сожалению, возможности задействовать здесь гироскоп для дублирования движений правого стика тут нет.
Ну и наконец Switch, позиция S. Плохо тут универсальный контроллер, что не работает с портативной приставкой от Nintendo. Однако ни Amiibo, ни пробуждения консоли из сна тут нет. Опять же, вспоминая ценник, пожалуй, это норма. Кстати, если в этом режиме подключить 8 Pro к ПК с установленной Windows, то в эмуляторе CEMU он будет работать как родной Pro контроллер от Nintendo, в том числе позволяя пользоваться гироскопом. Качество его работы, кстати, на очень высоком уровне, поэтому для эмулятора Wii U это чуть ли не лучший выбор вовсе. И мне даже захотелось таки пройти Зельда до конца, ведь на эмуляторе качество картинки разительно выше, чем на Switch'е. Подводя итоги, 8-биту удалось сделать отличный контроллер, который пусть и выпускается не первый год, актуален до сих пор. Разве что, наверное, кто-то захочет добавить денег и купить новый Ultimate, имеющий стики с эффектом холла, такие же как у Gully Kid, где дрифта не будет никогда. Но это уже другой бюджет, а за те деньги, которые магазины просят за 8 Pro, у меня лишь одна претензия – это форма корпуса и эргономика. Для меня это не самый удобный геймпад, пускай и потрясающе выполненный и собранный. Ну а на этом у меня все. Подписывайтесь и ставьте лайк, ведь впереди нас ждет много интересного.